Вы когда-нибудь попадали в ситуацию, когда вы хотите уволиться из компании, а ваш руководитель на вас обижается? Я знаю, звучит немного странно, однако, к сожалению, в бизнес-среде это явление достаточно распространено. То есть еще вчера вас считали частью команды, а сегодня вы предатель. И руководитель так горестно и искренне реагирует личной обидой на вас, что ощущается какое-то непонимание. А что, собственно говоря, произошло? Если раньше HR считали, что достаточно 3-5 лет для того, чтобы овладеть определенными навыками в профессии, ну и, в принципе, считать себя достаточно экспертным, то сейчас этот цикл значительно сокращается. Сокращается он в том числе за счет того, что люди начинают использовать искусственный интеллект, и большую часть рутинных задач они предпочитают поручать нейросетям. Вот этот вот цикл, когда человек работает на одном месте, он раньше считался, ну, в целом, 3,5, ну, максимум 5 лет. Это считалось хорошим темпом смены работы. Но сейчас он значительно сократился. А сотрудники, которые относятся у нас к поколению Z, да, наши зумеры, которых сейчас очень-очень много на рынке труда, они вообще, в принципе, меняют работу примерно раз в год. Вот последние исследования говорят о том, что 68% зумеров меняют работу один раз в год, и только 30% из них там способны на какие-то более длительные циклы. Я сегодня хочу вам рассказать, что несмотря на то, что этот цикл сокращается, руководители почему-то не успевают перестроиться и очень сильно и болезненно, прям как будто бы это что-то личное, реагируют на уход сотрудников. С чем же это связано? Я вам сейчас расскажу. Итак, увольнение как предательство. Почему же руководители так сильно ощущают вот это вот чувство, что его предали, его бросили? И, в принципе, нормально ли это? Конечно, руководитель имеет право на эмоции, но моя задача здесь вам показать, как происходит слом и какие ошибки допускают руководители, когда они воспринимают уход сотрудника как предательство. Первая ошибка – это ожидание вечной благодарности. Руководитель думает: я столько в него вложил, а он... Я вот, значит, его обучал, я ему поручал какие-то задания, я его взращивал, а он меня предал. Слушайте, нормальная работа руководителя – это тогда, когда он развивает своего сотрудника. Он его развивает, ну, не только для самого сотрудника, но и в том числе, чтобы он был более эффективен на той работе, на которой он работает. Руководитель заинтересован в том, чтобы сотрудник получал новые знания, получал новые навыки. Благодаря этому растет его продуктивность, эффективность, вовлеченность. Так действительно ли сотрудник должен всю жизнь возвращать вот эту вот вложенную инвестицию? Конечно же нет. Поэтому воспринимать увольнение сотрудника как предательство, исходя из того, что я в него вложил, а он мне не вернул, это в корне неверно. Скорее всего, он вернул, если он отработал у вас определенное количество времени, да? И тут важно еще соотнести. А вы правда в него столько вложили, сколько благодарности вы от него требуете? Вторая ошибка, которую допускают руководители, это иллюзия семейности. Многим кажется, что мы на работе как семья. Да, это хорошо, когда вам удалось выстроить такие отношения, что у вас есть доверие, что вы можете поддержать друг друга. Но давайте будем честны. Семья – это там, где тебя любят, безусловно. А работа у нас все-таки выстраивается, и взаимоотношения в коллективе, ну, на основе определенных каких-то своих личных интересов и потребностей. Так вот, нужно ли воспринимать работу всегда как семью? Происходит некий такой перекос паттерна взаимодействия. То есть руководитель воспринимает себя не как руководитель и лидер, а как мама или папа. То есть он входит в роль такого вот заботливого родителя, которому хочется оберегать и опекать своих детей. Но давайте будем честны, даже в семье люди молодого поколения уходят из семьи и строят свои уже совсем другие семьи. Здесь очень важно покинуть вот этот вот шаблон взаимодействия родитель и ребенок и перейти в шаблон взаимодействия взрослый-взрослый, потому что бизнес строится именно так, а не на вот этих вот перекосах. Невозможно быть успешным, если вы находитесь в состоянии родителя, а ваши сотрудники, вся ваша команда, они у вас в состоянии детей. Это немножко нездоровая история, и эффективность здесь будет реально хромать. Еще одна ошибка – это тогда, когда у руководителя возникает страх, что за этим сотрудником последуют все остальные. Здесь очень важно разобраться, по какой причине, собственно говоря, сотрудник уходит. Потому что, возможно, у него вообще есть личные какие-то причины, тогда за ним никто не последует. Возможно, его что-то не устраивает. Есть прекрасная книга, да, «Жалоба как подарок». Так у вас здесь может быть увольнение как подарок. Спросите у человека, а что его не устраивает, что он хотел бы улучшить.
Возможно, у него есть какие-то обстоятельства, да, и вы можете найти гибридный вариант. Возможно, он не знает, что компания может пойти на какие-то уступки, либо предложить ему какие-то иные условия. А возможно, действительно есть бюрократия, токсичная команда, какая-то нездоровая атмосфера, авторитарный стиль управления, который в настоящий момент так сильно проявляется, что сотрудник не готов больше сотрудничать с данной компанией. Учитывайте, пожалуйста, те обстоятельства, из-за которых он уходит. Постарайтесь проанализировать, да, провести выходное интервью и взять эту информацию для того, чтобы улучшить бизнес-процессы. Четвертая ошибка – это страх, что сейчас все разрушится и потеря контроля. То есть у руководителя была выстроена определенная система. Этот человек делает это, другой человек делает это. Вот, в общем, у них как-то бизнес-процессы и роли были распределены. Но вдруг кто-то уходит. И то есть вся вот эта вот конструкция рушится. Но, внимание, вопрос, да, должен ли человек оставаться только потому, что вы не знаете, как его заменить. Вообще-то, на самом деле, хороший руководитель всегда знает и понимает, как он будет поступать в случае, если у него выбывает один элемент системы. Кому он перепоручит эти задачи, как он дальше будет выстраивать. Ну, то есть здесь вопрос не в том, что сотрудник уйдет, а в том, что руководитель не знает, что делать с этим дальше. Поэтому здесь нужно, во-первых, над собой поработать, да? А почему я не предусмотрел уход сотрудника? Я что, правда думала, они будут работать у меня там до пенсии или еще дальше пенсии? Так вот, здесь сотрудник не должен оставаться только потому, что руководитель не совсем компетентен в выстраивании рабочих процессов. Если вы не давали сотруднику возможности развиваться, если он не видел для себя перспектив, если у него изменились потребности, а руководитель этого не увидел, и после этого начинает манипулировать тем, что как же так, ты нас бросаешь, а у меня вот тут все из-за тебя порушится, в самый неподходящий момент уходишь. Точно ли это вина сотрудника? Когда руководитель испытывает вот этот вот страх, что у него все рушится, он одновременно может и испытывать злость. Но сотрудник имеет право самостоятельно выбирать свой путь, независимо от того, злятся на него или нет. Вообще злость, что это за эмоция? Эмоция злости говорит нам о том, что я не принимаю происходящее, мне не нравится то, что происходит, я не готов вникать, я не готов разбираться, я просто выдаю свою реакцию. А что происходит? Есть человек, который следует своим интересам. Есть человек, который хочет удовлетворять свои потребности. Но я, как руководитель, это не принимаю. Звучит, честно говоря, немного абсурдно. Здесь нужно понять, что руководителю важно научиться понимать свои эмоции и задать себе вопрос: а почему я не готов принимать решение другого человека? О том, как с этим справляться, я расскажу немножечко позже. Ну и последняя причина, о которой я не могу не сказать, это страх руководителя, что сотрудник унесет с собой что-то ценное. Да, такое действительно может быть. Иногда люди поступают нечестно. Никто не может быть от этого застрахован. Но если вы выстраивали взаимоотношения с сотрудником через доверие, через уверенность в вас, как в руководителе, скорее всего, этого не произойдет. Поэтому, чтобы у вас не было вот этого страха, нужно на протяжении всего процесса взаимодействия работать с сотрудником открыто и правильно выстраивать эти взаимоотношения. Зачастую сотрудник не хочет навредить лично вам, либо компании. Он просто хочет развиваться, он просто хочет добиваться высот. Подумайте, удовлетворяли ли вы все потребности, которые были у него? Был ли у него шанс проявить себя чуть больше, чем в рамках его должностных инструкций? Вы вообще когда-нибудь спрашивали, а как он может быть еще полезен вашей организации? Иногда бывает так, что людям предлагают какие-то интересные проекты, и они уходят вслед за своей мечтой. Не пытаясь обидеть кого-то, кто остается. Особенно острое ощущение предательства возникает у незрелых руководителей, независимо от того, на самом деле, как они давно занимают этот пост. То есть человек может там 5-10 лет быть руководителем, но так и не вырасти до состояния настоящего лидера. Они, как правило, реагируют очень остро, как я уже говорила, как будто бы это личная обида, и они разрывают отношения навсегда. Но в таком случае руководитель допускает стратегическую ошибку, потому что жизнь, она не заканчивается сегодняшним последним рабочим днем. И не будет такого, что вы никогда больше не увидите этого человека. Тогда зачем драматизировать, зачем впадать в состояние, когда вы наживаете себе врага только потому, что человек больше не планирует работать с вашей командой? Действительно ли это правильная позиция руководителя? Очень часто руководители начинают борьбу за правоту, потому что для них важно не только, кто останется, да, а кто оказался прав. Они начинают нагнетать обстановку. Они могут начать игнорировать этого сотрудника. Они могут начать распространять
какую-то негативную информацию о нем. Но насколько это порядочно со стороны руководителя? Так почему же не стоит сжигать мосты, когда от вас уходит сотрудник? Первое и самое главное, наверное, это все-таки деловая репутация. Потому что современный мир, он открыт, есть множество платформ, на которых сотрудник может оставить отзывы, он может говорить о вас своим друзьям, товарищам, знакомым. Если вы расстаетесь на хорошей ноте, то он может рекомендовать и вашу компанию, и вас как хорошего руководителя. И тогда вы будете привлекать как раз-таки новые таланты и хороших сотрудников себе, эффективных сотрудников, которые будут приходить по рекомендации. Но если же вы расстаетесь с сотрудником в состоянии конфликта, причем вы объективно понимаете, что причин для этого нет, а причина только это ваше внутреннее состояние. Не можете его перебороть, вы начинаете его игнорировать, этого сотрудника, либо вообще гадости какие-то говорить, лучше так никогда не делать, то возникает у сотрудника ощущение, что он здесь был лишний, и что он потратил это время зря. И вот здесь уже у него начинает возникать обида и злость. И тогда, скорее всего, он не оставит о вас хорошие отзывы. И тогда в частных беседах он не будет рекомендовать вас как хорошего работодателя, либо руководителя. Зачем вам это нужно? Вот возникает такой вопрос. Зачем? Потому что действительно бизнес-сообщество, оно достаточно широкое, и все со всеми общаются. Люди со смежной сферы будут взаимодействовать с вами, просто сотрудники из других организаций. Деловую репутацию очень легко потерять, и потом очень сложно восстановить. Есть такое понятие, как эффект бумеранга, и многие руководители недооценивают, что сотрудник, который сегодня работал в вашей компании, завтра ушел в другую, послезавтра может захотеть к вам вернуться. Если он был хорошим экспертом, обладает хорошими знаниями и навыками, так почему же не нанять его снова? Но если руководитель сжигает мосты, то вернуть такого сотрудника потом не получится. А за то время, пока он где-то там в другом месте работал, он мог еще стать более экспертным, еще более профессиональным. Но тут из-за таких каких-то личных незрелых вещей руководитель может потерять человека, который может быть эффективен и продуктивен снова в его компании. А еще этот сотрудник может стать ключевой фигурой вашей компании, с которой вы будете работать. Как тогда с ним выстраивать отношения? Конечно же, не стоит забывать про нетворкинг. Человек, который ушел из вашей компании, он все равно остается и может быть для вас полезным. Вы можете создавать какие-то коллаборации, интересные проекты. Вы можете обмениваться товарами, услугами. Можете, в принципе, один какой-то товар делать, и потом выводить его на рынок. Так почему же нет? А еще этот человек может знать в этой компании много других людей. И тогда у вас вообще будет очень интересная история. Вы можете выводить на рынок такой продукт, которого в принципе до этого не было. И, возможно, его уход из компании, он как раз-таки помогает расширять вам географию взаимодействия и, в принципе, ваше влияние в этой сфере бизнеса. Не забывайте, что те, кто остаются, они всегда внимательно наблюдают. А как же руководитель прощается с теми, кто уходит? Вот эта забота о той своей команде, которая остается, она на самом деле очень важна. Сотрудники смотрят, если так сегодня поступили с моим коллегой, если начали его игнорировать, говорить про него какие-то гадости, говорить, что он предатель, то как поступят со мной, если я вдруг захочу уйти? Потому что это определенная манипуляция со стороны руководителя. Он таким образом пытается как будто бы оградить других сотрудников от принятия, возможно, жизненно важных решений. Вообще работа с командой — это очень интересный, но тонкий момент. Вы можете обратиться ко мне за консультацией, и с вами вместе мы постараемся построить такую систему, когда ваши сотрудники будут максимально вовлечены, мотивированы и продуктивны. Я уже более 15 лет работаю с командами и занимаюсь как раз-таки этим. Потому что сотрудники, которые наблюдают, как происходит этот болезненный достаточно разрыв, они могут задавать себе вопрос, а стоит ли мне вообще вкладываться в эту компанию, стоит ли мне отдавать им свои идеи, если потом со мной могут поступить таким несправедливым образом. Поэтому здесь достаточно тонкий и очень важный момент, как правильно и экологично расставаться с сотрудниками вашей компании. Как же руководителю научиться профессионально расставаться с сотрудниками? В первую очередь очень важно развивать эмоциональный интеллект, потому что когда руководитель испытывает злость, обиду, раздражение, страх, нужно понять, что на самом деле сейчас с ним происходит, какая причина, что он не может принять. И когда он научится работать с внутренней причиной своей, он будет более экологичен в выражении своих эмоций, реакций и чувств. Следующее — это осознанное отношение к людям. Руководителю важно понять, что люди — это не собственность
ни руководителя, ни компании. У каждого человека есть свой путь, у каждого человека есть свои цели. И тогда, когда руководитель будет свободен от вот этого ощущения, что он рабовладелец, а люди вокруг него это всего лишь винтики, как принято, да, говорить, это винтики в механизме, либо это малая часть там чего-то большого. Человек — это личность. И если мы относимся к нему как к винтику, то не ждите, что он будет как-то относиться к вам по-другому. Относитесь к людям как к людям. Это очень-очень важно. Будьте профессиональны. Придумайте какие-то командные ритуалы. Возможно, какие-то вечеринки, когда вы прощаетесь с человеком. Возможно, его чествование на собрании. Возможно, это какие-то аплодисменты и маленькое благодарственное письмо. Возможно, это какой-то плакат, возможно, это какой-то коллаж. Сделайте что-то все вместе и поблагодарите человека за его вклад, за его развитие, за ту роль, которую он выполнял в команде. И тогда это все умножится многократно и вернется вам через некоторое время в 2, в 3, в 4 раза больше. Сжигание мостов на самом деле это большая управленческая ошибка, потому что в жизни, как и в бизнесе, нужно уметь оставаться достойными, нужно уметь красиво расставаться, потому что ваше расставание гарантирует вам в следующий раз хорошую, достойную встречу. Уважайте тех, кто был рядом с вами. Они не зря были рядом с вами. Вы же их нанимали, вы же профессионал. Так будьте профессионалом до момента расставания. Меня зовут Марина Спивакова, я командный коуч ICF и автор проекта «Школа эмоционального интеллекта». Увидимся в следующем видео.